Тема сегодняшнего видео – это петиция. Я имею в виду обращение в службу поддержки компании Innova. В каких случаях и почему стоит писать в саппорт? А писать действительно стоит, но об этом чуть позже. Для начала я хочу объявить о начале розыгрыша. Сегодня разыгрывается 25 кодов НПА для игроков мейн-серверов, каждый сроком на 7 дней. Чтобы принять участие, вам потребуется минимальное количество телодвижений, а именно быть подписанными на мой канал и оставить любой комментарий. Главное вначале написать «Участвую в розыгрыше» и указать ник своего персонажа и ваш игровой сервер. Разыграю я их через рандомайзер примерно в следующие выходные. А коды победителям вышлю в игре, каждому на почту. Ознакомиться с результатами можно будет в сообществе YouTube и в моей группе ВК. Кто еще не подписан, милости просим. Все ссылки вы, как всегда, найдете в описании. Еще хочу сказать слова благодарности официальному спонсору моего канала Дмитрию, который передал мне в пользование свой клан 11 левела. Дмитрий закончил свою деятельность на сервере Айрин, и теперь пассивки его клана будут помогать мне в прокачке моего гладиатора. Также я не могу не отметить игрока Джесси Джонс за его скромный, но для меня не менее важный подарок. Очень приятно, что спустя длительное время некоторые игроки заходят в линейку только для того, чтобы поделиться со мной тем, что они успели накопить за время игры. Большое вам всем спасибо. Так вот, петиция – это очень просто. Я часто сталкиваюсь с тем, что многие игроки, даже те, что играют по несколько лет, ни разу не обращались в службу поддержки, считая, что это сложный процесс, а в благоприятный исход данного мероприятия вообще мало кто верит. Действительно, не всегда можно быть уверенным в положительном результате. Но так как процесс создания петиции занимает минимальное количество времени, я часто пользуюсь этой услугой. Для начала я вам покажу, как создается обращение в службу поддержки, а затем приведу один пример в пользу петиции, который не так давно случился с моим знакомым. Но сначала мы разберем, как создается обращение. Открываем лаунчер, в верхней строчке видим слово «Поддержка», нажав на которое открывается сайт 4Game. Логин и пароль здесь такой же, как у вашего аккаунта в игре. Забиваем данные, и перед нами открывается страница сайта. Тут имеются базы данных по играм, которые вы можете самостоятельно изучить. Если ваша цель – петиция, то кликайте по верхней строчке «Задать вопрос» и заполняйте форму. В первой строчке выбираете проект, в нашем случае это Lineage 2, чуть ниже из списка выбираете направление вашей петиции, ну и далее заполняйте все по пунктам. Сложного ничего нет, тут интуитивно все понятно. В окошке сообщения вы подробно излагаете свой вопрос. Если у вас есть скриншоты или какие другие пруфы, их желательно прикрепить. Для этого жмите кнопку «Выбрать файл». Главное, чтобы этот файл весил меньше 2 мегабайт, иначе не влезет. К сожалению, обычные скриншоты из игры весят чуть больше. Но если их обрезать или сохранить в формате JPEG, это позволит уменьшить размер до желаемого. Сделать это можно в стандартной программе Paint, которая есть на каждом компе. Откройте в ней нужный вам скриншот, нажмите кнопку «Сохранить как», укажите место сохранения на вашем компьютере и выберите формат JPEG. На этом все. Можно его отправлять Innova. Если для вас это сложно, то для начала вы хотя бы просто напишите петицию, а дальше действуйте по ситуации. Возможно, пруфы и вовсе не понадобятся. Когда все заполните, жмите «Отправить». В дальнейшем вам нужно будет периодически проверять почту, к которой закреплен ваш аккаунт. Или заходите прямо на сайт и жмите по слову «Вопросы». Оно находится в правом верхнем углу. Там откроется список ваших петиций, если их много. Выберите ту, что вас интересует, и смотрите информацию. Если вы получили ответ, но вам что-то непонятно или вас что-то не устраивает, вы всегда можете продолжить беседу с назначенным специалистом. Но иногда эти специалисты сами закрывают вопрос, и продолжить беседу нет возможности. Такое тоже бывает. В любом случае, попытаться стоит. Не так давно одного моего товарища, который уже не первый год в линейке, развели при помощи трейда на ствол дракона 1 уровня. Подробно рассказывать про эту ситуацию я не буду, а лучше дам вам ссылку, где описываются подобные случаи. Обязательно прочитайте, чтобы не стать жертвой мошенников. Так вот, первым делом пострадавший связался со мной
Я помог написать ему обращение в службу поддержки, и буквально через пару часов он получил ответ, где было сказано, что было обнаружено нарушение правил, и его пуху дракона вернут в течение 3 рабочих дней. Нужно отметить, что если бы эта ситуация произошла пару лет назад, то с очень большой вероятностью нам бы отказали в рассмотрении этого дела, сославшись на игровой момент. Но за последнее время многие моменты в правилах претерпели изменения. Так что если вы столкнетесь с фактом мошенничества, сразу не паникуйте, а обращайтесь в службу поддержки. Конечно, я не исключаю человеческий фактор, и многое будет зависеть от того, к кому именно попадет ваша петиция. И, к сожалению, не всегда служба поддержки быстро реагирует на наше обращение. Но даже в этом случае не стоит сразу опускать руки. А на этом все. Берегите себя и свое имущество. Во время любых сделок в линейке всегда будьте настороже. Но если все же с вами произойдет подобный казус, спокойно действуйте по моей инструкции. С вами, как всегда, был Глад Ампутация. Всем удачи и пока.